В мире Blizzard совсем неспокойно. Когда выйдет StarCraft 3? Сколько еще мы будем играть в World of Warcraft? Первое дополнение для Diablo 4. Какое оно? 8-й сезон в Overwatch 2. Что готовит? На все эти вопросы и не только мы нашли ответы. Поэтому берите печеньки и усаживайтесь поудобнее. Приятного вам просмотра. Слухов о возможном скором анонсе продолжения StarCraft становится все больше. В начале прошлого года президент Blizzard Entertainment Майк Ибора намекал о работе над новой частью серии. В этом же году глава Xbox Фил Спенсер заявил о заинтересованности компании в популярной франшизе. Теперь и редактор Windows Central Джеза Кордон сообщает, что Blizzard уже давно занимается игрой по вселенной StarCraft, которую планируют выпустить для PC и консолей. После сделки с Microsoft фанаты с нетерпением ждали BlizzCon 23, но долгожданного анонса так и не прозвучало. Недавно в беседе с изданием Bloomberg президент Blizzard рассказал, почему мы так долго не можем увидеть StarCraft 3. Исходя из его слов, в студии пока нет достойной идеи для новой части. Кроме того, условный триквел может оказаться непривычной стратегией в реальном времени, а игрой в совершенно другом жанре. Во многом это может быть связано с уходом из команды опытных разработчиков RTS. World of Warcraft ждет эпическое приключение, подводящее итог первым 20 годам существования и готовящее почву для следующих 20 лет. Приключение будет называться World Soul Saga. Оно настолько большое, что растянется на 3 дополнения. Первым дополнением станет World of Warcraft The War Within. Игрокам придется отправиться в самое сердце Азерота, и одно из центральных мест в сюжете займут нерубианцы. Аддон выйдет осенью 2024 года, его уже можно предзаказать. Следующей главой новой саги станет World of Warcraft Midnight с обновленной версией старого мира Азерота. Силы бездны вторгаются в Кельталас, чтобы разрушить солнечный колодец. Разбросанные эльфийские племена занимают центральное место в этом дополнении, поскольку мы пытаемся избавить мир от пустоты раз и навсегда. Но все может все-таки пойти не по плану. И наконец, World of Warcraft The Last Titan, заключительная глава саги World Soul с обновленной версией Нордскола. Игрокам предстоит пережить возвращение титанов и раскрыть масштабный заговор, охватывающий тысячелетнюю историю Азерота. Недавно студия Blizzard официально представила первое дополнение для Diablo 4. Оно будет называться «Сосуд ненависти», и в нем игроки смогут узнать продолжение сюжета игры. Аддон будет посвящен Мефисто и станет еще мрачнее, чем базовая игра. Его события развернутся в пышных джунглях, и игроков ждет полноценный новый класс, который никогда ранее не был представлен во вселенной Диабло. К сожалению, других деталей касательно расширения пока что нет. Известно лишь, что разработчики планируют рассказать о DLS подробнее летом 2024 года, а выпустить его хотят в конце следующего года. В середине ноября для игры вышло обновление, вводящее по кольцу для каждого класса. Эти кольца дают использовать кое-какие особые умения из первого сезона. Кроме того, в конце 2023 года игроков ждет особый праздничный ивент. Событие стартует 12 декабря. Оно предназначено для персонажей 100 уровня и сможет доставить прокачанным героям немало проблем. На классических серверах появится дополнение Катаклизм. Игрокам предстоит еще раз сразиться с драконом Смертокрылом. Классическая версия аддона выйдет в первой половине 2024 года. Также к запуску готовится Season of Discovery, новый способ игры на классических серверах. Разработчики будут время от времени приподнимать максимальный уровень персонажа, открывая доступ к новому контенту. Сперва можно будет прокачаться до 25 уровня и изучить обновленную версию одного из классических рейдов. Запуск Season of Discovery намечен на 30 ноября.
Дополнение Showdown и The Badlands, добавляющее в карточную игру немного Дикого Запада, было выпущено 14 ноября. Кроме того, в Hearthstone появится режим Duos для полей сражений, позволяющий играть вместе с другом. Режим запустят в 2024 году. В Duos у игроков будет общее здоровье и возможность обмениваться картами. 5 декабря разработчики Overwatch 2 опубликовали трейлер 8-го сезона под названием «Зов охоты». Новый сезон добавит в игру нового героя танка Маугу, эпохальный облик для Арисы, различные изменения в балансе героев, а также новый боевой пропуск. Во время события Зимней сказки, которое начинается 19 декабря, в игре будет действовать второй боевой пропуск, как в Halo Infinite или Fortnite, в котором вы сможете забрать дополнительные награды в виде скинов и портретов. В следующем году в игре выйдет больше коллабораций. Об этом сообщила изданию Forbes Эми Деннет, помощница руководителя по менеджменту продуктов Blizzard. При этом Деннет и генеральный менеджер игры отказались отвечать на вопрос, будут ли эти коллаборации связаны с франшизами Microsoft. Также в 2024 году в Overwatch 2 добавят 3 героев, режим Clash с 5 точками захвата по аналогии с низиной Арати из World of Warcraft, переработанные классические карты и обновленный соревновательный режим. В Blizzard уже показали концепты 2 персонажей – бойца Венчо и лекаря Space Ranger. В 2015 году Blizzard выпустила MOBA Heroes of the Storm. Игра позиционировалась в качестве конкурента Dota и League of Legends. Однако с течением времени стало понятно, что HOTS не видать такой же популярности. А в 2022 году Blizzard решила прекратить поддержку проекта. Но Microsoft, новый владелец Activision Blizzard, думает совсем иначе. Недавно официальный аккаунт Heroes of the Storm в X сообщил, что игра получила новый патч. Это первый действительно масштабный патч с момента официального прекращения поддержки HOTS в марте прошлого года. В обновлении изменены иконки героев, исправлено множество багов и внесены правки в баланс. Судя по тому, что обновление настолько обширное, Microsoft собирается возродить Heroes of the Storm. Пока сложно сказать, какие планы строит софтверный гигант на MOBA от Blizzard, но из Heroes of the Storm может получиться, например, киберспортивная дисциплина. Ну а пока на этом все. Если не подписаны, то нажимайте колокольчик внизу. Ну а сказать спасибо за ролик еще легче. Просто нажмите на сердечко.